Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро, полный ченнелинг, с кем или с чем столкнет или сведет судьба совсем скоро. Настраивайтесь на себя, на свой поток, на свою ситуацию, на свои обстоятельства. Попробуйте отпустить свои мысли, чувства, планы и действия на ближайшее будущее. И мы с вами попробуем просто блуждать по пространству вариантов, в котором посмотрим, что готовит судьба, что ждет, что произойдет совсем скоро и к чему быть готовым. Давайте посмотрим. Ну, смотрите, здесь такая ситуация, что вы упускаете возможность воспользоваться каким-то подарком. То есть, получается, я как бы вижу, что тройка жезлов переворачивается, да, это упущенная возможность. И лично вы, да, по перевернутой шестерке пентаклей, то есть теряете возможность что-то взять себе. Поэтому это упущенная возможность. И как бы вы, упуская возможность, получается, не очень будете этим довольны. То есть результат этой упущенной возможности, он не очень хороший. Эта упущенная возможность как минимум не радует, не прибавляет денег и не делает или не дает вам больше шансов на развитие чего-то. Но опять-таки и в финансах, и в отношениях в том числе. Все карты здесь выпадают мужские, поэтому как минимум это очень актуально для мужчины, для отношений с мужчиной, для перспектив у мужчины и с мужчиной. Давайте спросим, а в чем упущенная возможность, да? В чем упущенная возможность? В чем упущенная возможность? Ну, смотрите, здесь как бы справедливость перевернутая, то есть это, во-первых, как бы будет неправильное решение какое-то, да. То есть есть неправильное решение, которое закрывает перспективу. Есть как бы осуждение и, ну, как будто бы суд какой-то, да, или судебное решение, оно не дает какой-то возможности, то есть оно ограничивает вас. Как минимум есть некое несправедливое или неправильное решение. Какой шанс или какую помощь вы не принимаете? Давайте спросим. Какой шанс и помощь вы не принимаете или упускаете? Ну, здесь шанс и помощь, он связан с принятием, смирением. Двойка мечей прямая. И вы, по сути, не принимаете, не соглашаетесь с кем-то. То есть вы с кем-то не соглашаетесь, потому что точки зрения разные. И из-за этого вы теряете больше, чем обретаете. То есть вы считаете, что кто-то не прав. И из-за этого теряете поддержку. Ну, такое я вижу здесь. Здесь больше об утратах. Все три карты идут перевернутые. Я выбачаюсь. Ну и давайте посмотрим. Здесь, знаете, как будто бы вы будете чем-то недовольны. Давайте спросим еще, чем вы будете недовольны в конечном итоге. Ну, по сути, вы как бы паш мечей перевернутый, вы будете недовольны, знаете, решением конечным, да, то есть все равно вы остаетесь недовольны не только своим результатом, может быть еще и тем человеком, с которым вам придется взаимодействовать. Понимаете? Поэтому вот здесь такая ситуация, давайте я ее охарактеризую, да, где, что мы вот сейчас имеем, да, или какой процесс запущен уже в пространстве вариантов. У вас есть перспектива
в которые вы теряете возможности получить помощь из-за того, что, ну, как минимум, чем-то недовольны или с чем-то или с кем-то не соглашаетесь. Есть некая точка зрения какого-то человека, и вы с ним не соглашаетесь, вы не принимаете его точку зрения, упускаете, может быть, где-то с ним или помириться, или договориться, или согласиться, и в конечном итоге вы получаете совсем не тот результат, на который вы рассчитывали, и, ну, становитесь еще более недовольным ситуацией. То есть ситуация еще ухудшается, да, она приносит еще больше дискомфорта или тревог, каких-то волнений. Ну, как минимум, вам приходится, может быть, скрывать свое недовольство. Придется скрывать свое недовольство. Может быть такое, что вам кто-то окажет какую-то или уже оказывает какую-то услугу, где вы будете недовольны, но при этом придется скрывать, что вы недовольны. Да, вот, ну, вот таким вот образом. Ну, окей. Давайте дальше посмотрим, что еще идет. Ну, это как бы сейчас такой фон, да. Давайте посмотрим, что из прошлого влияет на ваше настоящее, на вот эту вот ситуацию, в которой вы оказываетесь. Что из прошлого влияет на ваше настоящее? Ну, во-первых, из прошлого на вас влияет очень сильно мужчина, Иерофант. И или мужчина, или какой-то родитель, один из ваших родителей. Здесь есть четверка мечей. Она часто о покойнике, который, он, знаете как, здесь вот перевернутая жрица. Этот покойник, он никак не оставит вас в покое. Почему-то вот у меня такое ощущение идет. Жрица перевернутая, это как будто бы наваждение, темная магия, черная магия, или какая-то череда неудач или неуспехов. И по сути, четверка мечей, но как бы усопший или умерший, который бы не должен был бы вам мешать, должен был бы уйти. Но он не может уйти почему-то, потому что у вас с ним есть или диалог, или какое-то общение. Больше это похоже на мужчину. То есть вы как бы общаетесь с мужчиной, который должен уйти. Ну, скорее всего, это больше дух все-таки. Да? Перевернутая жрица — это явно из мира какого-то, ну, потустороннего или загробного мира, или мистического мира. То есть есть некий голос, некий дух, некая энергия, которая из прошлого влияет, да, на настоящие обстоятельства. Но если отбросить мистику, да, вот такую какую-то жесткую мистику, ну, например, вы не сторонник жесткой мистики, вы сторонник какого-то прагматичного подхода, но есть человек, мужчина, с который, в принципе, никак от вас не отцепится. Ну вот, перевернутая жрица и четверка не успокоится никак. И пытается вам что-то доказать. Вы с ним не согласны постоянно. Ну, может быть, не приемлете его точку зрения. Или не видите его правды. Кстати, этот мужчина, ну, этот человек, давайте так скажем, но это мужчина по Иерофанту. Ну, может, в нем таится какая-то скрытая женщина, прям верховная жрица, да, тайна. Он держит женщину еще какую-то там внутри себя или за своей спиной. Но этот мужчина, кстати, может, скорее всего, каким-то образом иметь отношение к духам, к высшим силам, к эзотерике, к мистике. Ну, может быть, каким-то образом, каким-то краем, боком к психологии. Да, такое. Может быть, просто действительно, если откинуть мистику и психологию и духов, то, может быть, он просто весьма религиозный, этот мужчина. Слышите, да? Давайте спросим, почему этот человек, ну пусть мужчина, да, никак не успокоится. Это первое, потому что вот это покойник, да, вот причины, почему он, ну, как бы, может беснуется. Может быть... Ну, почему он пытается что-то доказать вам? Почему он находится в вашем поле? Почему вы слышите его голос? Да? Потому что он, ну, как бы есть диалог, прямо диалог. То есть, как бы проблема в том, что вы общаетесь, по сути, да? Или не общаетесь, но каким-то мистическим образом от него приходит какая-то информация, да? Почему он никак не успокоится?
Ну, тут страшный суд. Он действительно духом, да, пытается духом зацепиться за вашу реальность. То есть тут не шутки в плане эзотерики, магии и мистики. Здесь, с одной стороны, покойник, прямая карта. Я сегодня и прямые, и перевернутые смотрю. А здесь, с другой стороны, страшный суд. Да, и он прямо, как будто бы его дух ведет к вам. И вы как бы знаете, ну, я не говорю, что вы родственные души, хотя... Может быть, по иерофанту, может быть, вы там венчаны или соединены на небесах, да. И перевернутая верховная жрица — это явно о какой-то темной магии. Это, ну, это вообще всегда темная магия, но она еще и перевернута, как будто бы она там, Лилит, да, или черная луна, да. Вот, или Плутон влияет на вас. То есть, почему он никак не успокоится? Потому что он, ну, давайте так скажем, дух, который его ведет, или душа никак не освободится. То есть, он как будто бы с вами общается только потому, что ему лично нужно искупить какой-то грех. Или он грешник какой-то, да. Может быть, из-за этого он такой набожный, да. Ну, может быть. Окей. Хорошо. А теперь спросим, давайте, все-таки верховная жрица перевернутая, что за тайна стоит между вами? Ну, в центре, да, вот она в центре, она между вами по сути, да, неважно, вы здесь или здесь, или что, какую тайну он с собой несет, или какую мистику и магию он в себе несет. Вот этот вопрос давайте спросим. Вы можете присоединиться, да, к вопросу или магии, или мистики, или тайны, как вам угодно, да. Или какая магия его держит возле вас. Но я пока вижу стремление очиститься духом. То есть как будто бы он искупает какой-то грех. Ну пока что. Из того, что я по этим картам вижу. Да? То есть ему прямо очищение нужно пройти. И то, что он с вами... То есть или он извиняется, или он оправдывается, или его душа там как-то пытается помочь вам. Вот это идет, да. Ну давайте посмотрим, что это в виде магии, да, что это означает. А что это означает? Вот. О, здесь рыцарь мечей, но он перевернутый. Знаете, это какая-то нежелание, что ли, нежелание причинять боль. Нежелание причинять страдания. То есть у меня нету из потока. Вот у меня понимания сейчас нету. То есть мой разум, он не дает мне логического понимания этой карты. Вообще эта колода, она достаточно сложная, потому что она, ну как бы ее арканы, архетипы, они такие синтетические немножко, да, мозаичные. Вот. И здесь, ну как бы оно как пазлы, эта колода, она как пазл, да, ну, очень сложная на самом деле. Поэтому я вам так скажу, что за магия стоит между вами? Такая магия, которая в принципе не стремится навредить с одной стороны. Она, ну то есть как бы если этот мужчина волшебник, маг, он не хочет вам вредить. Ну перевернутый рыцарь мечей, как он может вредить, да? То есть у него как бы или в уме этого нету, да, или в силе этого нету. То есть он, ну как бы он не для того, чтобы навредить. Хорошо, эта магия не для того, чтобы вам не навредить. А для чего она? Вот давайте и спросим. Да, так же ж можно, у нас все можно. А для чего эта магия? То есть смотрите, вашу жизнь, да, пока идет человек, мужчина, с которым вы не согласны, с которым вы какую-то возможность упускаете. Потому что он как бы пытается искупить свой какой-то, может быть, грех, чем-то вам даже, может быть, как-то помочь, а вы отказываетесь. Ну, потому что он не хочет вам навредить. Вот. То есть эта магия не несет с собой вред, а что она несет? Да, а что она с собой несет? Хорошо, давайте посмотрим, а что она с собой не несет, эта магия. А что она с собой несет, эта магия? А что это? Даже это не магия, давайте скажем, а что этот дух несет? Вот. Ну, все-таки тут и дух, и ангел-хранитель, и магия, да, поэтому как бы это можно назвать, да? Это можно назвать темный дух или магия темного духа, вот так.
Вы знаете, здесь перевернутая влюбленная несет она ограничение выбора. Ограничение выбора. То есть, как минимум, этот мужчина вас очень сильно, ну, влюбленные перевернутые. То есть, он как бы очень сильно ограничивает вас в неком выборе. Но, по сути, тогда он, этот мужчина, все-таки, да, несет свои условия в вашу жизнь. И, да, тогда, как бы, он, может быть, и не хочет вам навредить, да. Действительно, может быть, это не, и так. Но это существенно ограничивает ваш путь, да. Ну, если так это любовь под ангелом, то тогда вот так это любовь под ведьмой какой-то или под дьяволом, да. То есть, по сути, может быть, он принуждает вас к какой-то любви, может быть, принуждает к выбору или заставляет что-то делать, и как бы, может быть, где-то какой-то лестью, даже не физическим насилием и не угрозами какими-то, да, потому что явно перевернутый рыцарь мечей — это явно не угроза, он вам никак не угрожает по перевернутому рыцарю мечей. Вот, поэтому здесь такое, здесь у меня даже, может быть, вы встречаетесь или вот-вот встретитесь с мужчиной, у которого либо чувство вины очень сильное, да, потому что страшный суд, и он никак не успокоится. Либо это какой-то зашедший, заблудший дух, который не может вас оставить. Это может быть дух покойного мужчины, который видит или подталкивает вас к каким-то действиям, которые связаны с любовными отношениями. Ну, и у меня такое ощущение, если вы не развенчались энергетически с каким-то мужчиной, который ушел из этого мира, особенно если там законный муж, с которым вы повенчаны, или были какие-то обряды, ритуалы, ну, на брак, например, или укрепление брака, да, там привороты и так далее, то есть все, что касалось. Ну и может ли это быть отец, да, который осуждает вас, да, который вас осуждает с того света за какие-то поступки, особенно в отношениях. Ну, тоже может быть, он как бы, как дух на стороне какого-то мужчины, солидарность у него есть, да, мужская, да, духовная, да, именно от слова дух, духовная солидарность с каким-то мужчиной. То есть он как бы вас осуждает за какие-то поступки с мужчиной, с которым вы, возможно, тоже можете быть в какой-то конфронтации. Видите, смотрите, у вас идет вот такой параллель, где судьба сводит вас с мужчиной, с которым вы не согласны, и еще и может быть с духом мужчины, с которым вы не согласны, особенно если это покойник. Окей, интересно, да, сегодня у нас, да, такой этот духопосещение. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим тогда, да, вот у меня из потока идет, а в чем для вас тогда выход в этой ситуации, да, вот, в которой вы находитесь? В чем есть для вас освобождение от, может быть, этого принуждения, да? Как вам поступить? Вот у меня почему-то такое идет. Как вам поступить? Рекомендуют карты Таро. Вам нужно руководствоваться внутренними чувствами, с точки зрения или с позиции любви. То есть нужно делать то, что нравится, нужно делать то, что любите, нужно выбирать то, что любите и то, что нравится. И нужно действовать так, как подсказывает вам сердце. Давайте еще несколько карт положим. Ну, скажу так, здесь перевернутый шут, и это полный хаос, на который влиять вы не можете, перевернутый шут. Но опять есть рыцарь кубков. Что советуют делать карты? Не пытаться контролировать хаос, не пытаться контролировать духа. Кстати, дух покойника здесь есть на этом раскладе. И дух ушедшего, особенно мужчины, потому что здесь рыцарь опять появляется. Здесь очень много, смотрите, девятка кубков перевернутая. Кстати, это мужская карта перевернутая. То есть, если мы заговорим с точки зрения духа, дух недоволен. Чем недоволен? Он возмущен даже.
Он не принимает, он видеть не хочет и слышать не желает. Видите, иерофант — это тот, который общается с высшими силами. Ну, может быть, это моя как бы карта здесь, как посредника, который озвучивает поток. Может быть, это голос этого мужчины или голос этого духа. И он, ну, как бы заявляет: я реально против, я реально не хочу. И у меня тоже сопротивление идет. Тоже я говорил, я не понимаю этой карты, я не понимаю этого сопротивления. Я как будто бы не хочу навредить здесь, да, я это озвучиваю. У меня, видите, даже немножко подкашливание идет, такое сопротивление. Я как бы, может быть, ставлю тебя на этот путь, а ты не соглашаешься, да. Ну, возможно, это не твой путь. Но все-таки, да, речь идет о том, что это рыцарь, это мужчина. И здесь опять рыбы и жрица перевернута. Это все о покойнике каком-то, да. Или о духе, который, ну, как минимум, не пытается вам навредить. Может быть, это ангел-хранитель, но он какой-то темный. Тоже может быть. Так вот, как вам поступать? Вам нужно, во-первых, не управлять этим духом, ни в коем случае не пытаться им управлять. Шут перевернутый. То есть вот так вы еще можете как бы пытаться как бы быть с духом в дружеских отношениях и как бы пытаться им управлять, да. А здесь этот дух может быть и темным, понимаете, в чем весь прикол. То есть это может быть злой дух. Или, давайте так даже, разозленный дух. И чем больше вы будете пытаться подчинить, управлять хаос, тем, ну, вам будет вообще сложнее, да, как бы открывать какую-либо перспективу, то есть, или управлять какой-либо перспективой. Смотрите, у вас есть перевернутая тройка жезлов, то есть вам управлять перспективой явно будет некомфортно. Зона комфорта перевернутая. Шестерка пентаклей, поддержку вы теряете. Понимаете, то есть покровительство как минимум светлых сил вы теряете. То есть вот у меня сейчас приходит, что как минимум в ваших отношениях с любимым человеком, с духами вы теряете поддержку светлых сил. И больше начинает доминировать темные. Но они пока вам еще не вредят при этом. Слышите, да? Так вот, а как вам действовать? Вам действовать нужно, исходя из точки зрения любви, вашей позиции. Чужая позиция любви вам все-таки не нужна. То есть этот дух вам пока не враг, но принимать его позицию вам не нужно пока что. И рыцарь кубков — это о том, что все-таки высшие силы по рыбе, да, они вам несут какую-то любовь, да, какие-то отношения, выбрать которые вы можете вопреки темным силам. Слышите? Вопреки темным силам. Не благодаря темным силам, а вопреки. У меня нету конфронтации с темными силами. Здесь я их не ощущаю. То есть они меня не отталкивают. Но как бы может быть уже... Вот почему у меня так. Потому что, скорее всего, сила этого духа, она постепенно ослабевает. И власти над вами она имеет все меньше, меньше и меньше. Со временем, ну, этот дух, он как бы, эта энергия, она вас покинет. И вы никогда не пожалеете о том, что выбрали сердцем, а не по принуждению темных сил или обстоятельству, в котором обстоятельствам, при которых вы находились под властью темных духов. Понимаете, да? Хорошо, то есть нужно действовать сердцем и любовью. Здесь, кстати, пока что ничего не рождается, кстати, имейте в виду. Вот так вот дух у нас, да, воодушевляется и появляется новый ребенок, а вот так пока он хранится. Поэтому, ну, давайте так скажем, нужно беречь плоды своих чувств, плоды своего труда и плоды своей любви. Что вам делать еще? Вот здесь у меня такое ощущение. Вам нужно позаботиться о внутреннем ребенке и о ребенке, который не родился, и о ребенке, который уже родился. Вот здесь ребенок, который не родился, а это ребенок, который уже родился. Особенно если это мальчик. Ну так вот. Хорошо. Хорошо. А теперь смотрите, у меня такое ощущение, что у вас на пороге что-то зарождается, но оно
где-то на глубинных уровнях еще находится, не в светлых мирах, а в каких-то темных происходит перерождение, очищение, избавление от, ну, каких-то, может быть, грехов. То есть, давайте посмотрим, какая любовь у вас на пороге. Вот видите, вы столкнетесь с любовью и появлением чего-то на свет. Но оно не очень скоро еще идет. Но оно обязательно должно родиться. Смотрите, рыбы — это рождение, это зарождение. А жрица — это тот же аспект оплодотворения, который еще там, в загробном мире или в темных мирах, да, находится. Хорошо, какая любовь у вас на пороге? Какая любовь у вас на пороге? Какая любовь у вас на пороге? Пятерка пентаклей перевернутая. Это выздоравливающая любовь. Но, опять-таки, это очень сложный аркан. Он и в прямом положении тяжелый, и в перевернутом выздоравливающая. Тут, видите, у нас падение идет, да? А здесь у нас идет поднятие. То есть, смотрите, у вас на пороге, возможно, реинкарнация какая-то. Почему-то у меня идет реинкарнация. А почему реинкарнация? У нас верховная жрица, она как бы привратница или как ворота в другой мир. Шут перевернутый, это дух из того мира, да. И тут идет общение с духами у нас. И даже путь, дорога, она из перевернутого мира, видите. Влюбленные перевернутые, это перевернутая дорога. То есть мы по сути говорим, что у вас на пороге любовь или отношения, которые будут переворачиваться и восставать из ада в новый мир освященный, да, то есть, ну, где-то у вас на пороге новая любовь, обновленная любовь и очищенная любовь, где все очень плохое из этой любви уходит, все болезненное. То есть, как минимум, это новый вид отношений и любви, где он будет очищен от всех каких-то адских их проявлений. Слышите, как интересно, да, звучит эта колода. Но если вам нравится именно эта колода, понравится, и вы прочувствуете в ней какие-то резонансы, ставьте лайк. Если наберет видео 1500 лайков, мы продолжим на этой колоде делать расклады. Я редко на ней делаю, но тем не менее мы делаем. Да? Хорошо. Что оживит этот дух? Что станет тем рождением или тем ребенком, да, которое выйдет на свет, то, что вы увидите, что будет материализовано благодаря вот этому темному духу? Родится мальчик, родится мужчина, родится понимание, ум и родится защита, слышите? Поэтому-то я и говорю, что этот мужчина не хотит, слышите, чуть не сказал, не хочет вам навредить. Видите, перевернутый рыцарь мечей, знаете, сейчас почему-то у меня такое ощущение, что где-то в загробном мире идет искупление чьей-то вины. Искупает вину какой-то мужчина. Да. Может быть, он умер, может быть, он жив, но как бы его дух очищается, как будто бы идет очистка и потеря каких-то избавления его грехов. Понимаете, вот эта карта мне вообще очень нравится. Здесь в этом раскладе она просто обалденная. Просто обалденная. И здесь, знаете, вот этот ангел, да, он как какой-то пришелец, как будто бы этот человек, да, который проходит очистку, как будто бы он заново рождается, вот этот поток идет, как будто бы его похитило НЛО и опять вернет вам. Как это произойдет, прям не знаю, но здесь вот король мечей, может быть, кто-то вернется живой оттуда, откуда не возвращаются, а может быть, просто родится на свет кто-то, который очистился и искупил свою вину, да, как будто бы в этом мире. То есть, по сути, вас судьба сводит, во-первых, с новой любовью, с мужчиной, с обстоятельствами, где вы против воли какого-то мужчины обретаете новую любовь, новые отношения и видите и являете миру нового человека, нового мужчину. Кстати, идет в ваш мир водолей мужчина при оружии, при службе, при должности какой-то. Очень умный, очень сильный, очень волевой. Такой,
мужественный, да. Но он может быть еще не только водолей, он может быть и близнецы, и весы, кстати, тоже он может быть, потому что близнецы тут явно есть, ну, они есть прямо, вот весы. Да и вообще воздушная стихия. В меру агрессивный, этот мужчина ничего не боится, он много чего повидал, испытал, как говорится, и, ну, он как бы готов защищать все равно. То есть, видите, мы вышли на защиту, опять-таки. Вот он близнец, вот он мужчина, о котором мы говорили, и вот он, не даже чем-то похоже. Хорошо. Вот является этот мужчина. Какие чувства он с собой несет с того света? Какие чувства, смотрите, мы же про тот свет, он как будто бы является из того света. Какие чувства он с собой несет? То есть вы сталкиваетесь с реинкарнацией некого мужчины, и вы даже, может быть, просто встретите такого мужчину, который очень похож на вашего дорогого вам мужчину из прошлого. Хорошо, какие чувства он с собой несет? Знаете, здесь перевернутый император, и это безвластие. Это безвластие и, по сути, какая-то экзальтация, вообще отречение какое-то. Ну, у меня такое ощущение, что он несет с собой чувство абсолютной свободы и освобождения. Ну, так и видите, понимаете, да, император, я держусь, я владею, да, и я абсолютная власть над материей. А так у меня, ну, как бы никакой власти над материей нет, я абсолютно свободен, да, и повешен, да, ну, как бы я парящий, то есть я от материального не завишу, и вообще не материалист аж ни разу. Какой-нибудь идеалист, там, духовный, вот. Поэтому он несет с собой чувство освобождения. Освобождение от материального. Ну, я вам так скажу, что в вашу жизнь входит человек, который как минимум вас освободит от привязки к привычной форме материального, которая раньше в вашем мире приносила вам страдания. То есть это, по сути, исцеление. Почему я говорю об исцелении? Обратите внимание. Пятерка и четверка — это что у нас? Девятка. А девятка — это отшельник. Да, оно перевернутое, но оно здесь в контексте мужчины. Да? То есть оно как избавление от какого-то очень сильного греха, недуга или какой-то материальной привязки или вашей формы. Ну, например, вы можете даже там сбросить вес очень сильно, да, избавиться от каких-то паразитов, да, или физических, или энергетических, да, то есть у вас благодаря все равно этому темному духу, то темной этой энергии произойдет вот такое как будто бы скальпирование, да, отрезание, отсечение того, что не нужно. Но вам нужно сконцентрироваться на чувствах любви, то есть все ваши побуждения не должны быть с точки зрения агрессии, ни в коем случае. Здесь перевернутый рыцарь мечей. Вам нельзя быть обозленным, завистливым, обиженным и обвиняющим. Обвиняющим ни в коем случае. То есть чувство вины и обиды у вас не должно быть. Да, вы можете быть не согласны с человеком, да, с каким-то или с духом, или с обстоятельствами, но вы должны принимать это и говорить, там, например, слава Святому Духу за то, что происходит именно так. Потому что так духу угодно. Да, сейчас не лучшее проявление этого духа, не лучшее проявление энергии, но я это принимаю с благодарностью. Вот видите, как интересно идет здесь. Это на самом деле, ну, какое-то, знаете, такое ощущение, что справедливый дух какой-то, может быть темный даже ангел, но может быть и светлый. Все-таки светлый здесь тоже есть. А может быть темный и светлый ангел каким-то образом и темный и светлый ангел будут по очереди с вами выходить на связь и будут выводить вас на, ну, такой какой-то новый свой путь, где вы будете делать выбор, вам с темной энергией идти или со светлой энергией идти. И вот вы можете сейчас, я вам показываю путь светлой энергии,
посмотрите, поставьте на паузу. И вот путь темной энергии. Вас дух темный просит идти своим путем. Ангел может просить идти своим путем, а вы сейчас будете выбирать, каким путем вы пойдете сначала. И поставив на паузу, напишите: я пойду путем духа светлой энергии, или я пойду путем духа темной энергии. И так будет правильно. Почему? Потому что если вы выбираете сердцем, вы никогда не ошибетесь. Потому что любой путь — это всего лишь путь, и у одного пути есть сердце, а у другого пути сердца нет. Читаем карту Карлоса Кастанеду. По сути, в ближайшее время судьба столкнет вас с духом и с мужчиной, с которым вы будете не согласны, с которым вы войдете в конфронтацию, но в конечном итоге, благодаря этой конфронтации и столкновению, вы будете являть на свет нового, ну, может быть, даже нового человека, новое проявление, нового ребенка, нового мужчину, или вообще новый аспект защищенности какой-то, да, новую защиту свою, или новое понимание и видение себя, это тоже может быть, новый путь любви, новые отношения и отрешение, ну, от отторжения всего материального, что вас держало где-то в каких-то очень серьезных проблемах и финансовых, и со здоровьем. Ваш материальный поток будет трансформироваться, и он сперва очень сильно просядет. Но благодаря тому, что вы отцепитесь от вот этих вот энергетик, постепенно оно будет выходить в новую форму, где, ну, материи будет ровно столько, ну, хватать, столько, сколько ее действительно необходимо для создания вашей новой реальности. Ну и по сути, для женщин, которые ищут новые отношения, будет все-таки проявляться новый мужчина при отсечении старых отношений, освобождении от старых отношений. И где-то освобождение от элементов темной магии, темных духов очень скоро произойдет. А отношения и укрепление светлых проявлений будет все нарастать и укрепляться, потому что вы сделаете свой правильный выбор. И какой он будет, светлый или темный, решать уже, естественно, вам. Поэтому не удивляйтесь, если вы будете в ближайшем будущем где-то слышать какие-то голоса в храме или в месте силы. И не удивляйтесь, если с вами выйдет на связь дух или голос человека, которым вы будете спорить. Ну, и это будет, скорее всего, настоящий человек. Ну, а может быть, что-то вам будет, какая-то информация будет дополнительно открываться. Искренне желаю вам не сильно испугаться, когда это произойдет, потому что иногда, когда что-то говорит с нами, да, необычным голосом, это пугает. Искренне желаю вам не испугаться, когда вернется тот, кого не ждете. И искренне желаю вам сделать свой выбор, любя, и пойти той дорогой, которая вам кажется более приемлема. Это очень скоро произойдет, и это обязательно свершится. Мира вам и вашему миру, берегите себя, оставайтесь на связі і до зустрічі. Не забувайте допомагати силам світла, які борються за своє майбутнє. Все буде добре, на зв'язку, па-па.